Часы пустить. Пара большая. Поехали. Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму каналі, а я з України. 67-й день войны, Украина сражается. Окунулся в повседневную жизнь, много всяких хлопот, поэтому совсем некогда выйти и в эфир и поговорить с вами на разные темы. Основной фронт воюет. Ожидаем подхода новой техники и очень-очень скоро я надеюсь, что будет начата финальная часть этой войны. На внутреннем фронте тоже заботы, явных перемен никаких нет, поэтому очень сильно ожидаю их. Как только что-то будет интересное, обязательно об этом сообщу. За это время попалась очень интересная фотография, опубликованная китайской стороной. Она просто немного улыбнула. Спілкувалася з батальйоном добровольчим «Козацька Січ». Разом з Русланом привітали бойців цього батальйону, побажали їм всього найкращого. Я Дмитро Антонов, я пілот державного підприємства «Антонов», а це інженер нашого підрозділу Руслан Бойко. Ми дуже багато разом виконували польоти і на самому великому літаку АН-225 «Мрія», також на АІН-124 по всьому світу. Бажаємо добровольчому батальйону «Карпатська Січ» сказати декілька теплих слів. Перший хоче Руслан. Хлопці, дякую вам за те, що ви вже зробили, що ви робите, що ви стоїте на обороні нашої рідної України. Хочеться побажати вам перемоги і тільки перемоги. А ми будемо тут робити нашу авіацію, піднімати нашу Україну на крила. Дякую вам за все. Удачі вам. Я теж приєднуюсь до слов Руслана. Натхнення вам, сил і обов'язково перемоги. Тому що Україна повинна перемогти. І ми будемо разом будувати наше майбутнє. Сил і наснаги вам. А ще у нас є з Русланом невеличкі подарунки. Отакий календарик та записничок. Ми обов'язково зараз підпишемо їх і передамо і для Олега Івановича, і для Русина, і для Еріка. Так що чекайте, незабаром ці подарунки будуть у вас. Ще раз, сили і натхнення. Поехали. Спрашивают, фамилия Антонов, родственник ли я нашему авиационному конструктору. Нет, не родственник, фамилия точно такая же. Таких фамилий очень много. Даже в нашем подразделении есть еще один Антонов, Антонов Андрей, мы вместе с ним работаем. Когда «Мрия» начала во второй раз летать в 2001 году, все время ли я участвовал в полетах на этом самолете? Нет, я не все время участвовал. Была и другая работа, и у нас много летчиков, которые выполняют полеты на самолете АН-225. Но я приблизительно где-то 1/3 этой работы за 20 лет выполнил. Титановая пластина, которая стоит на «Мрии» номер 1, будет ли использована? Вопрос интересный. Возможно, она будет перенесена, но в качестве основной или в качестве памяти о самолете, это надо будет смотреть, решать. Сократится ли количество членов экипажа? Я уверен, что сократится как минимум до 4, так как у нас сделано сейчас на Русланах. Будут ли использовать какие-то детали «Мрии» старой для новой «Мрии? Вопрос решается, и все будет окончательно принято после окончания войны. С чего началась моя летная карьера? Это есть в моих фильмах, можете найти, именно он называется «Как я стал летчиком». Фотографии, к сожалению, практически все у меня сгорели в офисе, они у меня были с собой, и рашисты их уничтожили вместе с моим офисом. Ну, буквально несколько есть. На каких самолетах я летаю, кроме АН-225? Я еще летаю на Ан-26, Ан-74, Ан-124 и, в принципе, на всех остальных самолетах нашей авиакомпании. Практически на всех самолетах Ан. Даже как-то удалось на Боинге 737 немножечко полетать. Будет ли на новой «Мрии» реверс такой, как на модернизированной на Русланах? Я уверен, что будет. Все самое хорошее и современное будет
сделано и на новой Мрии. О судьбе 009 машины я уверен, что она будет восстановлена. А 208 машина летает, так что не переживайте, все хорошо. Двигатели или собираемся мы модернизировать, или переходить на другие? Это вопрос. Во-первых, двигатели D18 уже модернизируются. У нас есть модернизированные двигатели для Русланов. Импортные Rolls-Royce или Pratt Whitney – это вопрос решения наших конструкторов. Приходилось ли ночевать мне в Мрии, если это было, как происходит? Действительно, такой момент был. Год точно не помню. Возможно, это был 2004-2005 год. Мы на Мрии попали в Кабул. Сломался один агрегат на двигателе, и мы ожидали его в течение 3 суток. Погода была замечательная, еще довольно тепло. Прекрасные ночи были, звездные. Мы между двумя вот этими горбами, которые наверху для перевозки бурана, постелили матрасы и лежали, наблюдали за звездами. А еще в эти дни мы праздновали день рождения нашего навигатора Сережи Захарченко. И затем праздновали и мой день рождения. Эти дни запомнились надолго. Спрашивают по поводу Ан-26, который был в Запорожье. Комментариев нет, пока не завершится расследование и не будет официально. Просто комментариев нет. Мрия будет скопирована или модернизирована. Я так понимаю, что в любом случае Мрия внутри однозначно будет совершенно другая. Про судьбу Ан-22 и всех остальных самолетов, которые еще у нас существуют и которые теоретически могут летать, полностью будет рассказано про каждый самолет после окончания войны. Много вопросов по поводу создания фонда. Мое мнение я уже выражал несколько раз. Фонд должен существовать под конкретный проект, под конкретные задачи, которые стоят по созданию самолета. Использовать какие-то другие фонды или создавать фонд без конкретных задач, конечно, можно. Я, например, не хочу обманывать своих подписчиков и создавать какие-то фонды до того, как будет ясно, будет ли использоваться средства из этого фонда на модернизацию Русланов и создание новой Мрии. На скорости, пишут 250, а в принципе это скорость принятия решения. Продолжаем взлет или прерываем. У меня конкретно не было именно, чтобы на скорости принятия решения возникала такая ситуация. В прошлые годы у наших экипажей такое было. В аэропорту Остин было, в аэропорту Дакар было. Благополучно принималось решение именно на этой скорости, именно такие варианты были. Самолет останавливался в пределах взлетно-посадочной полосы. Для этого мы и готовимся. Можно ли стать пилотом после 30 лет? Пилотом можно стать в любое время. Только необходимо четко понимать, зачем это каждому надо. Если просто для удовольствия, да, можно. Даже есть некоторые люди, которые покупают или берут в аренду маленький самолет. И это довольно недорого. На канале Васильева можно посмотреть видео, как это происходит, и становишься пилотом частного самолета. Пилотом большого транспортного самолета или пассажирского – это более длительный процесс и более дорогостоящий процесс. Но пилотам любые возрасты покорны. Когда я продолжу летать? Я продолжу летать довольно скоро уже. Закончу все необходимые моменты здесь, в Киеве. По рабочие моменты имеется в виду. И отправлюсь летать, так что скоро увидимся на самолете. Подписчица Вера Ванкова спрашивает о некоторых характеристиках самолета Ан-124 225. 225, например, максимальная вертикальная скорость. Если самолет пустой и работаем на номинальном режиме, вертикальная скорость может доходить до 30-35 метров в секунду. На полностью загруженном самолете в этих же условиях вертикальная скорость составляет близко к земле около 7 метров в секунду. Ну и чем больше будет высота, тем вертикальная скорость уменьшается. И мы считаем, что мы набрали уже заданную высоту, когда вертикальная скорость уменьшается до 1 метра в секунду. Значит, уже где-то мы подошли к нашему заданному эшелону. Максимальный эшелон, на котором летал я на Русланах и на Мрии, это приблизительно 12 тысяч метров. Больше смысла нет, а это было занято в связи с погодными условиями. Еще спрашивает Вера, какой максимальный угол наклона
траектории. Думаю, что, по всей видимости, снижение, например, по глиссаде. Сертифицированный угол наклона глиссады на Русланах и на Мрии именно при заходе по Илсу 3 градуса 20 минут. Теоретически самолет может выполнять снижение захода на посадку значительно большими углами наклона. Но это заход на посадку будет уже визуальный. Какой должна быть длина полосы, чтобы самолеты Ан-124-225 выполнили посадку без реверса? Это очень тоже зависит от посадочного веса самолета. Я просто могу приблизительно предположить, что на пустом самолете длина полосы должна быть не менее 3000 метров. Вопрос от Веры еще один. Были ли случаи прерванных взлетов или завершения преждевременного полета? Конечно, были. На Земле это происходило значительно до скорости принятия решения и не составляло никаких проблем. Но бывали случаи, когда уже набрали высоту порядка 150 метров и произошел помпаж двигателя, отказ, взлетный вес был максимальный, выполнен заход на посадку со всеми необходимыми процедурами и посадка. Это было в аэропорту Гастомель уже, наверное, около 15 лет назад. Еще была посадка с 2 неработающими двигателями. Это был облет самолета после замены двигателей. И получилось так, что проявился один дефект после их замены, в результате чего пришлось выключить. Самое главное, самолет надежно летает и с 2 виключеними двигателями. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть ворогам! І обов'язково далі буде. Так що не перемикаємось і не переймаємось. До встречи. Пока.